Всем доброй ночи. Если помните, в прошлом году я подарила ритуал задобрить символ года. Тогда символом года был петух. Кстати, мой год в этом году. И действительно, наверное, мой год. Но следующий год точно так же мой. Потому что я так хочу. Потому что ведьмы, они абсолютно не зависят ни от примет, ни от определенных каких-то символов, ни от гороскопов, ни от чего. Но простой человек зависит, и очень даже иногда. В любом случае, я в этом году тоже подарю вам новогодний ритуал, но хочу вам сказать, что не стоит слишком много зацикливаться на новогодних праздниках. Лично я, если честно, хотите знать, я не люблю Новый год. Такое ощущение, что мы просто съедаем все, что есть. Мы готовим все, что есть. На следующий день эти все салаты, эти все, не знаю, блюда, они уже пахнут. Мы по новой готовим. Знаете, вот ощущение, вот сметают все с прилавка, ничего нет. Вот конец жизни. В общем, жизнь останавливается, и после этого жизни нет, и ничего нет, и все. И мы начинаем праздновать за месяц вперед, что меня очень сильно раздражает, потому что еще месяц есть, и уже это праздничное настроение мешает людям работать. Потом с любой работой, с любым делом, когда подходит человек, там нужно подписать, нужно что-то. Это просто жизненно необходимый вопрос для человека. Ой, приходите после Нового года, ой, вы пришли перед Новым годом. Слишком много праздников. Каждый праздник – это концентрация отрицательной энергии. Каждый праздник – это тот день, когда больше всего травм, больше всего драк, больше всего убийств. Потому что праздники – это накопление, вот скопление человеческой энергетики не всегда хорошей. Я лично не люблю праздники. Не люблю просто, не знаю почему. Вот отталкивают меня эти дни. И я не считаю, что надо радоваться и любить друг друга, и поздравлять друг друга, и приглашать друг друга, и веселиться, и радоваться только в дни такие особенные, специальные, знаете, такие какие-то дни. Кроме того, Новый год на зиму перенесен Петром Великим. До этого Новый год праздновался после урожая. Когда урожай собирали, когда у людей как раз были средства праздновать, они собирались вместе и как бы провожали тот урожайный год и готовились к зимним месяцам. Новый год перенес с осеннего времени на зимний Петр Великий. Начались карнавалы, начались празднования и прочее, прочее. Вот это вот такое, знаете, мракобесное празднование, вот это вот трясучка, вот это трата вот полностью всех запасов, которые есть за весь год, просто на 2-3 дня, все это растратить, родственников позвать, это сделать, потом это все убрать, это все выкидывать, выливать и так далее. То есть мало того, что это очень затратно, да, это очень морально на нервы действует, эти все вот дни. Кроме того, это очень большой стресс для организма, потому что столько есть, и этого, того. Я, уважаемые люди, праздники не люблю. Но я считаю, что вот эти дни концентрации энергии можно использовать во благо себе. То есть повернуть на себя вот эту вот концентрацию энергии для того, чтобы у тебя получилось то, что ты хочешь. Потом вот эти бесконечные загадывание желаний, как правильно желание загадать, чтобы сбылось, как сделать то, как сделать это, как то загадать, как это успеть сделать, как там поставить. Эти новогодние, то есть рождественские гадания, которые я уже снимала и рассказывала, насколько они опасны, сколько было девушек, которые были передушены перед зеркалами, когда они как суженого какого-то вызывали, а приходила темная сила в их жизнь, да, и так далее. Порталы открыты, и приходят к нам не самые лучшие души, потому что я вам объясняю, более светлые, более сильные души, которые помогают человеку, которые во благо, они находятся на верхних пластах
атмосферы астрального мира. А более низменные души, они находятся внизу, и их порталы легче простого открыть. Вот поэтому, когда балуются дети, да, там вызывают какую-то пиковую даму, приходит некая черная сущность, их пугает. Когда вызывают душу, там, спиритический сеанс, люди, которые в этом ничего не мыслят, приходят вниз низменные души и так далее, и так далее. И вот в это время, когда очень сильно энергетические вот такие всплески вверх, они открывают порталы, и вниз спускаются не самые лучшие души. Вот поэтому говорю, что почему многие люди, например, подсознательно не очень любят и как-то вот стараются быстрее, чтобы Новый год прошел. Почему-то у них внутренняя паника. Потому что эти новогодние праздники больше несут отрицательной энергии, чем положительной. Хотя это праздник детства, я понимаю, все как-то по-другому, но чем старше мы становимся, тем более раздражительно мы относимся к Новому году. Потому что мы понимаем, что после Нового года мы должны просто восстановить все наши сбережения и прочее, прочее. Относитесь умеренно ко всему. Встречайте Новый год, радуйтесь, но умеренно. Возьмите самое необходимое. Эти магазины не закроются на вечные века. Не предавайтесь пьянству полностью, знаете, не отдавайтесь вот этому отключению от всего. Нужно уметь радоваться, нужно уметь провести приятное время, собираться не для того, чтобы пить, а для того, чтобы веселиться, чтобы радовать, чтобы что-то вспоминать из своего детства. Вот это все нас вернет в это эмоциональное состояние, когда нам станет легче, мы отпустим свои тяжести в этом году и войдем в Новый год. Вот так вот правильно празднуйте просто, уважаемые люди, и все будет хорошо. И не нужно, чтобы ваши столы ломались, и не надо ни перед кем выпендриваться. Вот, я вот так отметила, а у меня вот еще лучше столы. Говорят, что теперь уже мода пошла, богатые люди заказывают жареного крокодила. Правда, его они не едят, потом выкидывают. Но самое главное, чтобы был на столе жареный крокодил. И запомните одну вещь. Боги не любят людей слишком расточительных. Боги не любят людей, которые чрезмерно себя ставят высоко. То есть, если человек слишком уделяет внимание своим столам, своим скажем, приему гостей своему, да, своему вот этому статусу чрезмерно, он начинает себя приближать к богам, к божественному началу. А боги такое не любят. Поэтому чрезмерно расточительные свадьбы, где там трехметровые торты, где, не знаю, раздают, и где на деньгах делают шашлыки и прочее, прочее, обречено на крах изначально, потому что боги не любят людей, которые так себя ведут. Они себя равняют к богам, и поэтому они бывают наказаны. И все такие шикарнейшие свадьбы и прочее, прочее. Через несколько лет мы узнаем, они там разводятся, они убивают друг друга, они друг друга заказывают, обсирают последними словами и прочее, прочее. Не то, что счастье не в этом. Счастье вообще не в этом. Для чего пришли праздники в нашу жизнь? Когда человек что-то получал от сил, он хотел их поблагодарить, он хотел потратиться, он хотел что-то пожертвовать. Ну вот позвал людей, потратился, значит, подготовил стол, да, купил там явство, угощение, угостил. То есть он что-то отдал богам. Он потратился, он поблагодарил за рождение сына, за то, что нашел любимую женщину, воссоединился, он сыграл свадьбу, он потратился, он пожертвовал богам за подаренное счастье. Но когда человек это понятие пожертвовать перепутал уже с понятием расточительства, то есть, понимаете как? Не забывайте, что есть дети, что есть семьи, в которых нету куска хлеба. И когда вы покупаете жареного крокодила, даете сколько-то там $1000 для того, чтобы просто показать себя, а потом выкинуть, такие люди рано или поздно разоряются. Вспомните тех самых богатых людей, которые приглашали там звезд спеть того же Тельмана, да, человек, который здесь пол Москвы купил еще и так далее, и так далее. Чем они закончили? Многие из них были изгнаны из страны, многие в бегах, многие там их то сажают, пересажают и так далее. Когда человек переходит грань от человечества, желая стать божественным началом, то есть себя проявить, он бывает наказан, потому что, еще раз говорю, есть люди, которым есть нечего. А если человек доллары пачками рвет и кидает или
там, не знаю, из себя строит просто полубога, он обязательно за это накажется. Эти силы все видят. Нужно не просто быть скромным, нужно быть человеком, нужно во всем знать меру. И вот запомните, знайте меру. Вот я так праздную Новый год, я особо ничего не делаю. Просто встречаю Новый год, радуюсь со своей семьей и все. Пусть 100 раз скажут, ой, он даже, там они даже стол такой не накрыли шикарно. Не накрыла и все, не хочу. Просто угостила людей кофе, сладости, и все достаточно. Для себя сделала что-то. Зачем эти ваши салаты в этих казанах, чтобы вы потом их выкидывали? Я к чему призываю? Я призываю во всем знать меру. Хотите загадать желание? Загадайте, но не нужно нервничать, не надо особо к этому готовиться, не надо перечитывать тысячи книг, пересматривать тысячи сайтов. Вот такое ощущение, что именно от этого желания, которое вы загадаете на Новый год, зависит просто вся ваша жизнь, судьба, и судьба вашего рода, и детей, и прочее, прочее. Это смешно. Это самый обычный день, когда просто концентрация сильной энергии и не самой положительной окружает нас всех вместе. Поэтому постарайтесь меньше зацикливаться на праздниках. Праздники – это самые опасные с точки зрения энергетики дни. Самые опасные, самые уязвимые дни. Я уж не говорю о том, сколько грабежей и убийств, сколько мордобоев случается в эти дни. Итак, перейдем к символу года. Значит, по гороскопу приближается год собаки. Собака верное животное, да, верное создание, верное любящее. Но, однако, по поверьям закавказских народов, этот год год белого волка. Вообще волки сопровождают богов. Волки – это символы, соединяющие богов и людей. Волки – это проводники. У Гекаты то ли волк, то ли собака крылатая изображалась. Мы знаем, что волки были у бога Одина, волки были у бога Локки, волки были у северокавказских богов, почитание, да. Волки почитались испокон веков. Некоторые народы вообще волков считают своими прародителями. То же самое, можем сказать, символ Рима – волк Капитолия, волчица Капитолия, да. Символ, например, народов войнахских – волк. Они волк считают символом именно духа и силы воли. Считают, что волк – единственное животное, которое нападает на тех, кто сильнее его, а не слабее. И что волка дрессировать невозможно. И так далее. Так вот, я уж молчу о том, сколько есть ритуалов, сколько есть призывов волчьей души у шаманов. Поскольку это год белого волка, то нужно белого волка задобрить для того, чтобы этот год, символ года, вам помогал в течение всего года. Это наш товарищ тут. Поэтому, если какие-то потусторонние звуки, не удивляйтесь. На сей раз это не духи, не сущности, на сей раз это Пуся. Итак, найдите где-нибудь символ волка, либо фигурку волка, либо можете изображение волка найти. Ложите на алтарь. У вас должны быть черный цвет, красный цвет, как цвет агрессии и волчьей добычи. У вас должны быть украшения ваши, золотые, серебряные, но драгоценные украшения, то есть украшения не из простых металлов. У вас должны быть благовония неплохие. Еще раз говорю, если вы будете встречать символ года худо-бедно с пластиковыми стаканами на столе или на полу, якобы делая ритуал, то ваш весь год будет худой, бедный, с пластиковыми стаканами. Все в магии взаимосвязано. Сначала вы создаете реальность в голове, представляя, что бы вы хотели, чтобы у вас было. Магия – это же призыв того, что я хочу, да? Хочу удачу, хочу это. Вы же представляете, что к вам это придет. А как вы можете представить, что у вас может быть удача, может быть везение, когда перед вами будут какие-то дешевые там MP3 бумага или пластика, или как там его, пластмасса,
или пакеты, целлофаны и так далее. То есть вы, глядя на бедность, хотите призвать богатство и удачу, такого не будет. Для того, чтобы богатство и удача была, вы должны представить, для того, чтобы вы могли концентрироваться и представить, что вы это можете получить, вы должны окружить свой алтарь богатством. То есть тем, что вы хотите получить, усилить. То есть создать сначала в голове эту реальность, представить, что вы хотите, а потом попросить и перенести эту реальность в жизнь. И оно к вам придет. Я не знаю, как яснее еще объяснять. Так вот. Символ волка окружите белыми свечами. Можно вот такими маленькими свечами, чтобы они быстро догорели. Не церковными, не какими-то желтыми свечами. Именно белые свечи. Должна быть свеча красная. Можно полностью красная, можно внутри белая и снаружи красная. Вот. Благовоние. Здесь у меня просто есть волчьи символы несколько, поэтому я разложила. Вам достаточно одного символа волка. Черный цвет. Это цвет, как он, таинственности, древности. Красный цвет, цвет добычи. И в то же самое время цвет удачи. Украшения. Они все должны быть непростые. То есть они не должны быть из простого металла. Они должны быть золото, серебро. Можно белое золото, можно бриллианты, все, что хотите. Но это должен быть символ богатства. Наденьте на руку что-нибудь такое, что вы любите, свое любимое украшение. Далее. Вот, поднесите руку к символу волка. Нужно зарядить чуть-чуть своей энергетикой. И начните читать. Я буду читать, наверное, один раз. Вам рекомендую читать 13 раз. О ты, житель леса, о ты друг и проводник духов и богов, о волк, душа волчья, как ты находишь добычу, так мне дай год щедрый на добычу. Как лес укрывает тебя, так судьба пусть меня укрывает и защищает. О душа белого волка, стань моим покровителем, рви моих врагов, веди меня к богатой добыче. Я задабриваю душу белого волка, и год его будет мне помогать. Одарит и защитит. Да будет удачный для меня год 2018. Да принесет мне год 2018 удачу и счастье в придачу. Я прошу у года волка силы, денег, везения, взлета, блеска и богатой добычи. Да будет так. Год 2018 мой. Этот год моей волчьей добычи и волчьей удачи. Да будет так. Сказали это 13 раз. Опять подносите руку. Оставляйте свечи догореть. Красную свечу можете потушить пальцами. Эту красную свечу желательно больше нигде не использовать. Можете просто зажечь как-нибудь днем, чтобы она догорела и закончилась. Этот ритуал можете сделать 10 дней до Нового года или 10 дней после того, как наступит Новый год. Это время самое такое оптимальное, самое сильное, самое заряженной энергией для того, чтобы задобрить символ года. И весь год у вас будет постоянное чувство покровительства волка, символа года. Что вы делаете весь год? Для начала, после этого ритуала, относите кусок мяса, любого мяса, но желательно либо говядина, либо свинина. Относите под дерево, положите туда 13 монет и говорите: «Дух белого волка, тебе мясо, мне твою добычу». Отворачиваетесь и уходите. Каждый раз, когда у вас будет определенная проблема с деньгами или будут трудности финансовые, либо с работой, с карьерой, это в основном приносит удачу именно карьерного роста и так далее, да, не в семейных отношениях. Вы относите кусок мяса под дерево, ложите 13 монет и говорите: «Душа белого волка, тебе мясо, мне богатую добычу». И опять поворачиваетесь и уходите. И вот так делать каждый раз в течение года, как только чувствуете, что вам немножко трудно с финансами. Этот символ весь год вам будет помогать.
Что я могу сказать? Всем удачи. Возьмите, запишите себе, выполните этот ритуал. И, собственно говоря, оставьте для следующего года белого волка. Потому что каждый год собаки за Кавказе считается годом белого волка. Всем удачи и всех благ.